Как обычный американский подросток из пригорода стал профессиональным убийцей мексиканского картеля в 13 лет и к 15 записал на свой счет не менее 3 жизней? Росалио Ретта вырос в Игл-Пас, штат Техас, играл в видеоигры и ходил в школу, пока картель Зета не предложил ему деньги, оружие и ощущение власти, которого он никогда не знал. Его история не про бедность и безысходность, а про то, как рекрутеры картеля намеренно охотятся именно за такими детьми. Игл-Пас — маленький техасский город прямо на границе с Мексикой, через реку от мексиканского Пьедрас-Негра. Население — около 22 тысяч человек. Большинство жителей знают друг друга в лицо. Именно здесь в 1991-м родился Росалио Ретта, в семье, которую соседи считали совершенно обычной. Отец работал, мать занималась домом, сам Росалио ходил в местную школу и проводил вечера за игровой приставкой. Никаких арестов в семье, никакой очевидной связи с криминалом. По всем внешним признакам стандартный американский подросток из приграничного городка. Но именно приграничное положение Игл-Пас делало его идеальной охотничьей территорией для картеля. Через этот город проходили маршруты переброски наркотиков и людей. Вербовщики Зета регулярно появлялись здесь, и они искали не взрослых. Взрослые оставляют следы, имеют судимости, их проще отследить. Они искали детей. Росалио было 13 лет, когда к нему впервые подошли люди картеля. По показаниям, которые он впоследствии дал следствию, первый контакт выглядел совершенно безобидно. Разговор, легкое общение, демонстрация денег и дорогих вещей. Никаких угроз, никакого давления. Чистая вербовка через соблазн. Вербовщики Зета использовали отточенную схему. Сначала показывали подростку то, чего у него не было. Наличные деньги, оружие, уважение на улице, ощущение принадлежности к чему-то серьезному. Росалио, по его собственным словам, почувствовал себя избранным, не брошенным ребенком из провинциального городка, а человеком, которому доверяют взрослые мужчины с деньгами и властью. Его переправили через границу в Мексику. Не силой, он пошел сам. Там началась подготовка, которую сам Росалио впоследствии описывал как военный. Стрельба из различных видов оружия, слежка, уход от преследования, методы допроса, инструкторы, бывшие военные, часть из которых прошла через мексиканские силовые структуры до перехода на сторону картеля. Параллельно шла психологическая обработка. Росалио давали наркотики, по его показаниям, регулярно и в больших количествах. Это не было случайностью. Химическая зависимость превращала подростка в управляемый инструмент. Человек под постоянным воздействием наркотиков легче выполняет приказы, хуже оценивает последствия своих действий и крепче привязывается к источнику снабжения. 13-летний мальчик из Техаса за несколько месяцев прошел трансформацию, которую сами следователи позже назвали одной из самых радикальных в их практике. Он не был сломлен или запуган, он был убежден, что нашел свое место. Первое задание Росалио получил в 14 лет. Ни слежку, ни доставку. Убить. Картель Зета к тому моменту уже вложил в его подготовку несколько месяцев и теперь проверял результат. Схема оплаты была четкой и задокументированной следствием позднее. За каждое убийство Росалио получал от 500 до 1000 долларов наличными. Огромные деньги для подростка из приграничного техасского городка, где средняя зарплата взрослого работника едва превышала эту сумму, заметь. Помимо денег, оружие, наркотики и статус внутри организации. Цели определяло руководство картеля. Как правило, это были люди, связанные с конкурирующими группировками, осведомители или те, кто задолжал деньги и не вернул. Росалио не выбирал жертв и не задавал вопросов. Это было частью его подготовки. Исполнитель не рассуждает, исполнитель действует. То, что делало его особенно ценным для картеля, следователи сформулировали однозначно. Американское гражданство. Росалио мог свободно пересекать границу в обоих направлениях, не вызывая подозрений. Подросток с американским паспортом, без судимости, без очевидных связей с криминалом, Дуойду, идеальный курьер и идеальный исполнитель для операций на территории США. Большинство убийств происходили в Мексике, в районе Пьедрас-Негрос и прилегающих территориях, подконтрольных Зета. Но сам факт возможности работать по обе стороны границы многократно повышал его ценность для организации. По показаниям Росалио, данным позднее техасским следователям, к 15 годам он участвовал минимум в 3 убийствах. Прокуратура впоследствии насчитала значительно больше. Следствие установило причастность как минимум к 30 смертям за период его работы на картель. Сам Росалио некоторые из них отрицал, другие подтверждал с деталями, которые могли знать только непосредственные участники. Один эпизод выделился даже на фоне остальных. Жертву, взрослого мужчину, предположительно информатора, нашли в Пьедрас-Негрос с многочисленными следами насилия. Способ расправы соответствовал почерку Зета, известному своей демонстративной жестокостью. Картель намеренно использовал устрашение как инструмент контроля над территорией. Росалио к тому времени уже не воспринимал убийство как нечто экстраординарное. По его собственным словам на допросах, постоянное употребление наркотиков и психологическая обработка сделали свое дело. Граница между нормой и преступлением в его восприятии стерлась полностью. Он описывал выполненные задания с той же интонацией,
с которой обычный подросток рассказывает о прохождении уровня в видеоигре. Именно эта деталь, эмоциональная отстраненность при описании убийств, произвела наибольшее впечатление на следователей и психологов, работавших с ним после ареста. Они зафиксировали, перед ними не садист, получающий удовольствие от насилия, а человек, у которого насилие стало профессиональным навыком без эмоциональной окраски. Рассалио работал не один. Картель завербовал его вместе с другом, Габриэлем Карденасом, тоже подростком из Eagle Pass. Двое американских мальчиков, знавших друг друга с детства, теперь выполняли совместные задания для Зета по обе стороны границ. Карденас был моложе и, по оценке следствия, менее психологически устойчив. Именно это сочетание, опытный и хладнокровный Рассалио рядом с более импульсивным напарником, делало пару эффективным инструментом для картеля. Руководство Зета намеренно формировало такие связки. Один контролирует, второй исполняет. Оба держат друг друга в системе через общую вину и общие тайны. Внутри картеля Рассалио получил прозвище Бар. Происхождение прозвища следствие не установило точно, но именно под этим именем он фигурировал в переговорах и заданиях. Прозвище в структуре Зета означало признание. Безымянные новички прозвищ не получали. К 15 годам Бар имел собственное оружие, регулярный доход и четкое место в иерархии. Он был не мелким уличным исполнителем, а специализированным активом, человеком, которого берегли для конкретных задач, требующих американского гражданства и молодого лица, не примелькавшегося политики. Техасские следователи, впоследствии изучавшие его дело, обнаружили показательную деталь. В период активной работы на картель Рассалио периодически возвращался в Eagle Pass и появлялся в привычных местах, у школы, в районе, где жила семья. Он не порвал с прежней жизнью полностью. Он существовал в двух мирах одновременно, и никто из окружения не догадывался о втором. Мать видела сына, который иногда приходит домой. Соседи видели знакомого подростка. Пограничники видели американского гражданина с чистой историей. Никто не видел человека, который только что вернулся с задания в Мексике. Этот двойной образ жизни продолжался почти 2 года. За это время Рассалио совершенствовал навыки, которым его обучили. Стрельба, слежка, работа с несколькими видами оружия. По показаниям, он умел разбирать и собирать пистолет быстрее большинства взрослых членов картеля, прошедших военную службу. Картель платил исправно. Деньги Рассалио тратил на одежду, электронику, развлечения. Все то, что делало его неотличимым от обычного американского подростка при внешнем наблюдении. Никаких дорогих машин, никакой демонстративной роскоши, которая привлекла бы внимание. Это тоже было частью инструктажа. Единственное, что выбивалось из образа обычного школьника — татуировка. К 16 годам тело Рассалио было покрыто татуировками, специфическими для структуры Зета. Для понимающего человека они читались как послужной список. Но в приграничном техасском городке татуированный латино-подросток не вызывал особых вопросов. Система работала безотказно ровно до того момента, пока один из эпизодов не вышел за рамки, которые картель обычно удерживал вдали от американской стороны границ. Осенью 2008-го в Педрас-Неграс был убит Рамон Дарт, человек, которого Зета считали информатором мексиканской федеральной полиции. Задание получил Рассалио. Исполнение заняло меньше 10 минут. Тело нашли на следующее утро. Этот эпизод следствие впоследствии восстановило детально, благодаря показаниям самого Рассалио, который описал произошедшее без видимых эмоций, с точностью, которую следователи отметили в протоколах отдельно. Он помнил время, место, последовательность действий. Он не помнил или не хотел помнить лицо жертвы. Но убийство Дарта было не самым резонансным эпизодом в деле Рассалио Ретес. Самым резонансным стало то, что произошло несколькими месяцами позже и уже непосредственно затронуло американскую сторону. Картель отдал приказ ликвидировать человека, связанного с конкурирующей группировкой и проживавшего на техасской стороне границ. Операция на территории США была нестандартным решением. Зета обычно избегали прямых акций в американских городах, понимая разницу между мексиканской и федеральной американской юрисдикцией. Но в данном случае руководство сочло риск приемлемым. Рассалио перешел границу легально. Американский гражданин возвращается домой. Стандартная процедура. Задание выполнил на территории Техаса. Обратно ушел тем же маршрутом. Именно этот эпизод запустил цепочку событий, которая в итоге привела к его аресту. Убийство на американской территории автоматически подключило к расследованию федеральные структуры с несравнимо большими ресурсами, чем местная полиция Eagle Pass. Следователи начали отрабатывать приграничные связи. Информаторы с мексиканской стороны называли имена. Одно из имен, Барс, всплывало регулярно, но без привязки к конкретному человеку. Агентурная разработка заняла несколько месяцев. Параллельно картель продолжал использовать Рассалио в штатном режиме. По данным следствия, в период между первым американским эпизодом и арестом он выполнил еще несколько заданий
на мексиканской стороне. Цифры, которые прокуратура озвучила впоследствии, это не менее 30 убийств суммарно за период работы. Следователи называли консервативной оценкой. Психологи, работавшие с Росалио после ареста, зафиксировали специфическую особенность его памяти. Он четко помнил технические детали каждого задания. Оружие, маршрут, время. Но имена жертв в большинстве случаев не помнил вообще. Это не было притворством для следствия. Да, специалисты квалифицировали это как защитный механизм психики, выработанный за годы работы. К моменту ареста Росалио было 17 лет. Он провел в структуре Зета 4 года, треть своей жизни на тот момент. Из них больше половины, да, в качестве активного исполнителя. Мать узнала о деятельности сына только после его задержания. Выйти из картеля живым — не фигура речи и не преувеличение. Зета имели конкретное правило, которое новобранцам объясняли на начальном этапе. Организацию не покидают по собственному желанию. Человек, попытавшийся уйти, автоматически становился угрозой, носителем информации, которая не должна выйти за пределы структуры. Росалио знал это с 14 лет. Знал имена, лица, маршруты, методы. Знал, кто отдавал приказы и кто их выполнял. Такой человек для картеля представлял либо актив, либо угрозу. Третьего варианта не существовало. Наркотическая зависимость, сформированная намеренно в первые месяцы работы, добавляла еще один замок. Без картеля не было доступа к веществам. Без веществ физическое состояние становилось невыносимым. Это не теоретическая конструкция. Следователи зафиксировали тяжелую зависимость у Росалио при аресте, потребовавшую медицинского вмешательства. Были и прямые рычаги давления через близких. Семья Росалио жила в Игл-Пас, в нескольких минутах от мексиканской границы, на территории, где картель имел информаторов и возможности. Это обстоятельство никто не озвучивал вслух. В этом не было необходимости. Достаточно того, что Росалио понимал географию и возможности организации, на которую работал. Габриэль Карденас, его напарник и друг детства, находился в той же ловушке. Двое подростков, связанных общими преступлениями, взаимно удерживали друг друга в системе. Даже если бы один из них решился на побег, предать напарника означало подписать ему смертный приговор. Картель строил такие связки намеренно. Следователи, изучавшие механику вербовки несовершеннолетних картелями, назвали схему, примененную к Росалио и Карденасу, классической, с точки зрения преступной логики. Сначала соблазн, затем первое преступление, которое создает зависимость от картеля как единственной защиты от правосудия, затем наркотики и личные связи как дополнительные цели. К моменту, когда человек осознает полную картину, выхода уже нет. Психолог, работавший с Росалио в период следствия, зафиксировал в материалах дела. Подросток не воспринимал свое положение как заточение. Он воспринимал его как единственно возможную реальность. Понятие нормальной жизни к 17 годам для него фактически не существовало. 4 года в структуре картеля стерли тот короткий период, когда он был просто школьником из Игл-Пас. Единственным реальным выходом оказался арест. Не потому, что Росалио его искал. Он не искал. Но именно государственное задержание создало ситуацию, при которой картель физически не мог до него добраться, а взамен появилась возможность сотрудничества со следствием в обмен на защиту. Когда федеральные агенты задержали его в 2009-м, Росалио Рете было неполных 18 лет. За плечами 4 года службы картелю и, по версии обвинения, 30 смертей. Впереди допросы, которые перевернут несколько уголовных дел одновременно. Задержание произошло в 2009-м в Игл-Пас. Федеральные агенты и местная полиция работали по наводке. Несколько месяцев агентурной разработки дали конкретный адрес и конкретное имя за прозвищем Бар. Росалио не оказал сопротивления. По описанию участвовавших в операции офицеров, он выглядел как обычный подросток. Растерянный, без оружия, в обычной одежде. Габриэля Карденаса взяли практически одновременно. Следствие работало по обоим сразу, понимая, что показания одного проверяются показаниями другого. Первые допросы дали следователям то, чего они не ожидали в таком объеме. Росалио начал говорить. Не сразу и не все, но говорить. Адвокаты впоследствии объясняли это решение прагматично. У него не было реального выбора между молчанием и сотрудничеством. Объем улик, собранных к моменту ареста, гарантировал обвинительный приговор без каких-либо показаний с его стороны. Сотрудничество давало шанс на смягчение. Но следователи отмечали и другой фактор. За несколько месяцев работы с Росалио психологи зафиксировали нечто, чего не ожидали от человека с таким послужным списком. Он хотел говорить. Не из страха и не из расчета, даже из потребности, которую специалисты описали как попытку вернуть себе собственную историю. 4 года он существовал как инструмент картеля. Допрос был первым случаем, когда его слова имели вес сами по себе. Показания Росалио Реты оказались беспрецедентными по детализации. Он называл имена командиров Зета, описывал структуру конкретных ячеек, восстанавливал маршруты переброски людей и грузов.
Круза. Он описывал места захоронений жертв с точностью, которая позволила мексиканским властям обнаружить несколько тел, числившихся пропавшими без вести. Каждый эпизод, который он описывал, следователи проверяли по независимым источникам. Совпадения были системными. Это не было выдумкой или преувеличением для произведения впечатления. Человек говорил о том, что видел и делал лично. Отдельным блоком шли показания о методах работы картеля с несовершеннолетними. Росалио описал схему вербовки изнутри, как именно выбирали кандидатов, какие критерии использовали, как выстраивали первый контакт, как формировали зависимость. Эти показания впоследствии легли в основу нескольких аналитических докладов американских федеральных структур о практике картелей на приграничных территориях. Карденас давал показания параллельно. Следствие намеренно разделило их и не давало информации о том, что говорит второй. Классическая техника вводит, но в данном случае она дала неожиданный результат. Показания двух подростков совпадали в деталях настолько точно, что следователи получили фактически двойное документирование каждого эпизода. Прокуратура округа Уэбб предъявила Росалио обвинение в убийстве на территории США. По техасскому законодательству это означало возможность пожизненного заключения даже для несовершеннолетнего. Возраст на момент совершения преступлений 13-17 лет не давал автоматической защиты от взрослого суда при обвинении в тяжких преступлениях. Сделка о признании вины обсуждалась несколько месяцев. Судебное заседание по делу Росалио Ретты проходило в Ларедо, штат Техас. В зале сидел худой молодой человек с татуировками на руках и шее. Внешне он выглядел старше своих 18 лет. Напротив него семьи жертв, прокуроры с томами материалов дела и судья, которому предстояло вынести приговор человеку, чья преступная карьера началась раньше, чем большинство его сверстников получили водительские права. Прокуратура запросила максимальный срок. Аргумент был прямым: количество жертв, хладнокровность исполнения, отсутствие признаков раскаяния в период активной деятельности. Тот факт, что первое убийство было совершено в 14 лет, обвинение рассматривало не как смягчающее обстоятельство, а как свидетельство глубины деформации личности. Защита строила аргументацию на 3 столпах. Первый. Возраст вербовки. 13 лет, неокончившийся мозг, неспособность в полной мере оценить последствия. Второй. Систематическое употребление наркотиков, навязанное картелем намеренно и сформировавшее физическую зависимость до достижения совершеннолетия. Третий. Сотрудничество со следствием, давшее правоохранительным органам информацию, которую иными способами получить было невозможно. Психиатрическая экспертиза, проведенная по запросу суда, зафиксировала: у Росалио диагностировано посттравматическое расстройство, тяжелая наркотическая зависимость в стадии ремиссии и выраженное нарушение эмоциональной регуляции, сформировавшееся в период между 13 и 17 годами. Эксперты прямо указали: психологический профиль подсудимого соответствует профилю жертвы длительного принудительного контроля, а не профилю человека, совершавшего преступление по собственному волеизъявлению. Это заключение стало центром судебного противостояния. Прокуратура оспаривала его. Жертвы не становятся убийцами 30 человек. Защита настаивала: именно так и происходит, когда системная обработка начинается в 13 лет. Семьи погибших давали показания поочередно. Каждое выступление добавляло в зал конкретные имена и конкретные судьбы. Людей, которые в материалах дела существовали как номера эпизодов. Мать одного из убитых назвала точную дату, когда перестала получать звонки от сына. Вдова другого описала, как узнала о смерти мужа. Росалио сидел неподвижно, глядя перед собой. Момент, который журналисты, присутствовавшие на процессе, описывали как самый тяжелый. Показания матери самого Росалио. Женщина, не знавшая ничего о деятельности сына на протяжении 4 лет, описала, каким он был в 12 лет, до вербовки. Обычный мальчик, любил футбол, плохо давалась математика, боялся темноты. Зал молчал. Сделка о признании вины была заключена до вынесения приговора. Росалио признал вину по 2 эпизодам убийства на территории США. В обмен на признание и полное сотрудничество со следствием прокуратура отказалась от остальных обвинений. Приговор-то 40 лет лишения свободы без права досрочного освобождения по 1 эпизоду и 20 лет по 2. Сроки отбываются последовательно. Суммарно 60 лет. При стандартном расчете Росалио Ретта выйдет на свободу, если выйдет, глубоким стариком. Габриэль Карденас получил 50 лет по аналогичной схеме сделки о признании вины. Судья, зачитывая приговор, сделал паузу перед объявлением срока и произнес фразу, которую журналисты процитировали дословно: «Суд не может одновременно считать подсудимого жертвой и не считать его виновным». Росалио Ретта отбывает наказание в федеральной тюрьме Техаса. По расчетам, с учетом приговора, первая теоретическая возможность выйти появится, когда ему будет далеко за 70. Это если система не добавит новых сроков, а материалы его показаний продолжали использоваться в уголовных делах еще несколько лет после приговора. Показания Росалио помогли мексиканским властям идентифицировать останки нескольких человек, числившихся пропавшими без вести. Его описание внутренней структуры ячеек Зета в районе Пьедрас-Негрос легли в основу как минимум 3 отдельных уголовных расследований.
расследований. Федеральное бюро расследований использовало его дело как учебный материал при разработке программ по противодействию вербовке несовершеннолетних картелями на приграничных территориях. Картель Зета после 2009-го продолжил работу в прежнем режиме. Арест 2 американских подростков не изменил операционную схему организации. Он лишь подтвердил ее эффективность с точки зрения картеля. Исполнители были заменены. Вербовка несовершеннолетних в приграничных городах Техаса и других штатов продолжилась. Игл-Пасс остался тем же маленьким городом на берегу реки. После резонансного дела местная полиция усилила профилактическую работу в школах. Насколько это изменило ситуацию, статистика дает неоднозначный ответ. Приграничные города структурно уязвимы. Географическое положение, экономическая зависимость от трансграничных связей и постоянное присутствие картельных сетей создают условия, которые профилактические беседы не устраняют. Вопрос, который дело Росалио Ретты поставило перед американской правовой системой, так и не получил окончательного ответа. Где проходит граница между жертвой и преступником, если человек стал и тем, и другим одновременно? В 13 лет, под воздействием намеренной психологической обработки и химической зависимости, созданной взрослыми людьми с конкретной целью. Техасский суд ответил на этот вопрос 60 годами заключения. Психиатры ответили диагнозами. Семьи жертв ответили именами своих погибших. Все 3 ответа существуют одновременно, не отменяя друг друга. Факт, который остается после изучения всех материалов дела: картель Зета не совершил ошибку, выбрав 13-летнего американского мальчика из Игл-Пасс. Если вам интересно, как такие истории формируют судьбы людей, загляните на наш сайт wideori.com. Там собраны не только подобные материалы, но и много других интересных историй. Ссылка в описании, и да, обещаем, там нет сериалов про картели, только реальные события. Схема сработала именно так, как была задумана. Росалио Ретта 4 года был идеальным инструментом, молодым, зависимым, с американским паспортом и без судимости. Система использовала его до момента, пока он не стал обузой. После ареста картель не предпринял никаких попыток его освободить или устранить, он просто перестал существовать для организации. Это, пожалуй, самая холодная деталь всей истории. Не количество жертв, не возраст первого убийства и не длина приговора. А то, что человек, которого картель 4 года называл своим, в момент ареста превратился в расходный материал, списанный без сожаления. Росалио Ретте в 2024 исполнилось 33 года. До конца первого срока еще больше 20 лет.